Кого взорвали на севере Москвы? Шахеды атакуют Румынию и что на самом деле сказал министр иностранных дел Украины. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Во Франции задерживают россиян, которые готовили теракты. Олимпиада под угрозой? Они уже будут портить картину этого спортивного праздника. Когда Путин будет готов напасть на НАТО? Новый прогноз. Мы наблюдаем, что российская армия ориентируется на Запад. Китайская министерская встреча. Почему Пекин и Киев видят результаты по-разному? Мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать установлению мира. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. И про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. В автомобиле, который взорвался на севере Москвы, мог находиться замначальника передающего радиоцентра военной части спутниковой связи Андрей Торгашов и его жена. Они госпитализированы с серьезными ранениями, по крайней мере, об этом пишут ряд телеграм-каналов со ссылкой на свои источники. Пишут также, что мужчине из авто оторвало ступни, а женщина получила раны лица. Правда, жена Торгашова в интервью одному из российских телеграм-каналов заявила, что в машине ее мужа не было. Как оказалось, в машине действительно был Андрей Торгашов, но не тот, другой. Полный тезка того самого Торгашова, и он тоже работает в военных структурах, является офицером штаб-квартиры Главного разведывательного управления. Министр иностранных дел Украины встретился со своим китайским коллегой. Он прилетел в Пекин именно по приглашению главного дипломата Поднебесной, там это особо подчеркнули. На видео со встречи нет заявлений Дмитрия Кулебы о том, что Украина готова к переговорам с Москвой, но китайский МИД на своей странице публикует такой текст. Украина придает большое значение позиции Китая и тщательно изучает консенсус из 6 пунктов Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса. Украина готова к диалогу и переговорам с Россией. Конечно, переговоры должны быть рациональными, содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира. Вместе с тем, официальный спикер китайского МИД не говорит подобного на брифинге после встречи министров. Обе стороны должны использовать механизмы двустороннего сотрудничества и укреплять взаимодействие в различных областях. Китай продолжит импортировать зерно из Украины и совместно защищать логистические маршруты и международную продовольственную безопасность. Мы благодарны Украине за ее помощь в эвакуации граждан Китая, особенно китайских студентов в начале конфликта, и надеемся, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайского персонала и учреждений в Украине. В последнее время и российская, и украинская стороны в разной степени выразили готовность к переговорам. И хотя условия пока не идеальны, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать установлению мира, и готовы продолжать играть конструктивную роль в усилиях по обеспечению прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. О мотивах встречи, о целях украинской дипломатии мы поговорили с политологом Игорем Рейтеровичем. Это на самом деле очень важный визит. Мне кажется, кстати, он произошел на фоне визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам. Это очень не понравилось Китаю, потому что это, знаете, было такое вот посягательство, да, на интересы Китая в этом регионе. И, соответственно, Китай вот отреагировал тем, что интенсифицировал отношения с Украиной. Но для нас это отличная новость. Почему? Потому что действительно нам не нужна конкуренция мирных планов. Мы понимаем, что у Китая на самом деле есть серьезные возможности повлиять на Российскую Федерацию. Нам надо им представить свое видение, возможно, переубедить их в плане изменения некоторых китайских позиций, ну и выходить на какое-то совместное решение, которое позволит как минимум привлечь Китай к окончанию войны и подписанию там, возможно, каких-то документов. Поэтому надо ехать, надо говорить. И хорошо, что это произошло. Жалко, что это произошло поздно. Во Франции задержали нескольких россиян, якобы из-за попыток вмешаться во внутренние дела Франции. Говорит об этом исполняющий обязанности министра внутренних дел. Что бы это могло значить, он не расшифровывает. Кроме того, еще одного россиянина задержали по подозрению в подготовке, цитирую, «действий, которые могут привести к дестабилизации», конец цитаты, дестабилизации во время Олимпийских игр.
Главное управление внутренней безопасности МВД следило за ним несколько дней, и после задержания и обыска нашли у этого россиянина доказательства подготовки пророссийской операции по дестабилизации во Франции во время Олимпийских игр. А исполняющий обязанности министра внутренних дел говорит, что службы проверили около миллиона людей, которые хотели бы работать на Олимпиаде в разных ролях. Из них около 1000 человек были не допущены. Это граждане России, Беларуси и других стран. На самом ли деле Россия активно занимается срывом Олимпийских игр, которые начнутся уже в эту пятницу, и на что готова пойти для этого, мы спросили у экс-заместителя главы службы безопасности Украины Виктора Ягуна. Россия точно не будет использовать своих граждан. Она активно работает через свои источники с так называемым прокси. Это люди, которые получили деньги, не понимая, за что они получили деньги, либо под чужим флагом им дали то или другое задание. Как это совершить? Во Франции есть куча примеров, как это совершалось. Это и обыкновенный нож, это и автомобиль, это, который въезжает в толпу, это и просто, там, не знаю, там, взрыв бытового газа, да, все что угодно, обыкновенные какие-нибудь вещи, которые там где-то вот такие маленькие порезики, они уже будут портить картину этого спортивного праздника. В северной части Румынии ночью объявляли воздушную тревогу из-за российского шахеда, который подлетел слишком близко к границе. Пограничники его увидели, а жители муниципалитета Тульча звонили на номер экстренного вызова 112 и сообщали как минимум о 10 взрывах. В воздух по тревоге были подняты 2 самолета F-16. Структуры территориальной обороны и общественного порядка страны готовы оказать всю необходимую поддержку тем, кто ее попросит. И еще раз даем понять, что ни один участок нашей территории не является объектом атак со стороны Российской Федерации. Сейчас сотрудники Министерства национальной обороны изучают местность на предмет обломков или упавших беспилотников. Мы будем следить за реакцией румынской стороны и за реакцией Североатлантического альянса. Россия готова будет напасть на НАТО через 5-8 лет. Такой прогноз озвучил генеральный инспектор вооруженных сил Германии. За это время они, вероятно, накопят необходимое количество сил и средств, но и сейчас видно, что россияне готовятся именно к такому сценарию. Мы наблюдаем, что российская армия ориентируется на Запад. Через 5-8 лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом для нападения на территорию НАТО. Генерал говорит, что Россия ежегодно выпускает более 1000 танков, а, к примеру, 5 крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют на вооружении лишь половину от этого количества. Но если мы говорим о том, что россиянам сейчас не хватает сил и средств для войны в Украине, то как они могут подготовиться к войне с НАТО? О том, насколько такой сценарий реален или это только политические заявления и пугалки, мы спросили у политолога Игоря Рейтеровича. Это возможно, если Россия победит в Украине или, по крайней мере, достигнет такого результата, который позволит Путину говорить, что он победил. Причем победил не Украину, а победил НАТО. Это раз. Второй момент – это внутренняя сила самого НАТО. Это будущее НАТО. Если НАТО будет действовать так, как она действовала много лет, они точно нарвутся на какую-то агрессию со стороны России. Если они будут менять эту стратегию и будут более жестко реагировать и выделять достаточно денег на оборону, то, конечно, тогда Россия вряд ли на такое решится. Вот, скажем так, история с бомбардировщиками, которые прилетели в Румынию, это очень правильная история. НАТО так надо было делать давным-давно, потому что это тот ответ, которого Россия на самом деле боится. И третий момент, это, безусловно, вообще роль Соединенных Штатов в НАТО. Если она останется хотя бы такой, какой она есть на сегодняшний день, Россия с большой вероятностью не нападет. Если США будут дистанцироваться от НАТО, то такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, с определенной вероятностью Польша, они могут стать объектом для, как минимум, контролируемой, я имею в виду с точки зрения территории, масштабов агрессии со стороны Российской Федерации.
Россия пополняет обменный фонд. «Голос Америки» пишет, что российские суды внезапно и за короткое время вынесли приговоры журналистам Алсу Курмашевой и Эвану Гершковичу, к освобождению которых призывали в Вашингтоне. Гершковича арестовали в марте 23-го, и только недавно суд вынес приговор 16 лет колонии. Алсу Курмашеву, журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода», Верховный суд Татарстана признал виновной в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорил к 6,5 годам колонии. Об этом пишет «Радио Свобода». Все очень похоже на подготовку к обмену, говорят эксперты. Но на кого именно могут готовиться менять? Мы спросили об этом у эксперта, экс-главы украинской спецслужбы Виктора Ягуна. Ну понятно, что их интересует, есть там приоритет, это вот этот вот убийца с Берлина, и они над этим вопросом работают. Но я думаю, что есть вопросы, которые связаны с какими-то очень глубинными такими вещами, в том числе не публичными. Например, там, не знаю, разблокирование каких-нибудь там вопросов, связанных с санкциями, там, или разрешить там что-то продать, кому-то что-то купить. Все может быть, знаете, и это все на уровне общения через посредника, там, на уровне там, руководителей спецслужб. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим этого человека в Штатах. Ну, как в ближайшее время? В ближайшие полгода, до года. Это дело будет закрыто. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам делать новые и новые видео, и мы вас за это благодарим. Не останавливайтесь на достигнутом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это очень важно. У меня на этом все. До встречи, хороших вам новостей.